Говорят, что собака – лучший друг человека, и наша сегодняшняя история доказывает, что это действительно правда. Мужчина по имени Майкл всю жизнь проработал в полиции. Он отвечал за дрессировку полицейских собак. В течение всей полицейской карьеры у него было довольно много партнеров, но немецкая овчарка по кличке Зевс стала той, с кем у мужчины возникла особенная связь. Когда Майклу пришло время уходить из полиции, Зевсу было всего год. Бывший полицейский не мог допустить даже мысли, что возможно уйти без него. К счастью, босс позволил Майклу взять собаку. Пес был кротким и нежным, он предпочитал ласковые обнимашки более активным играм. Сначала жена и дети опасались пускать Зевса в дом. Он все-таки был служебной полицейской собакой, а это значит, что знал, как нападать в случае опасности. Майкл успокоил их, объяснив, что сам тренировал собаку и что Зевс никому не может причинить вред. Пес переехал в новый дом. Семья быстро привыкла к нему, и вскоре он стал общим любимцем. Но вскоре произошло нечто, что изменило жизнь питомца. День начинался как обычно. Зевс и Майкл отправились на привычную утреннюю пробежку, а затем возвращались домой, чтобы позавтракать. Когда они подходили к дому, Майкл обратил внимание на то, что необходимо немного подправить крышу. После завтрака мужчина стал собирать инструменты, необходимые для ремонта. В этот момент пес странно себя повел. Лаял, скулил и даже пытался вцепиться Майклу в штанину, как будто пытаясь не позволить ему лезть на крышу. Мужчина даже позвал жену и попросил забрать собаку в дом. Зевса забрали, но всю дорогу до дома он упирался и сопротивлялся. Не прошло и 5 минут, как семья услышала душераздирающий крик, доносившийся из палисадника. Все выбежали из дома и увидели Майкла, лежащего на траве. Он упал с крыши и, по всей видимости, ударился головой. Жена плакала и звала его, но он никак не реагировал. Дети вызвали скорую помощь, которая вскоре доставила Майкла в реанимацию. Было обнаружено несколько царапин и сломанная рука, но больше всего врачей беспокоила голова. Супруга рассказала, что Майкл сильно ударился головой. Она беспокоилась, что это может привести к непоправимому. Бывший полицейский впал в кому. В таком состоянии Майкл некоторое время пролежал в больнице, после чего семья приняла решение забрать его домой и нанять сиделку. Они думали, что родная обстановка поможет мужчине поскорее прийти в себя. Первым, кто встретил Майкла, был Зевс. Он все это время был опечален отсутствием хозяина. Собака устроилась у подножия кровати и покидала свое место только для того, чтобы поесть и справить нужду. Так прошло 2 года, но по-прежнему не было никакой надежды. Затраты на лечение и обслуживание росли. Семья впала в отчаяние. И единственный, кто не терял надежды, был Зевс. Он всегда находился рядом с мужчиной. Во время очередного посещения доктор высказал предположение, что было бы гуманно прекратить страдания Майкла и подвергнуть его эвтаназии. Жену ошеломила эта информация. Майкл был любовью всей ее жизни, и она планировала пройти свой жизненный путь вместе с ним. Но со временем она смирилась и согласилась с предложением доктора. Для проведения эвтаназии Майкла необходимо было отвезти в больницу. Доктор сказал, что пришлет бригаду. Все это время Зевс лежал в углу и, казалось, внимательно слушал. На следующий день, когда прибыли парамедики, чтобы забрать Майкла, произошло нечто странное. Когда они пытались войти в комнату, пес стал сердито рычать и лаять. Он скалился, как будто угрожая. Напуганные медики отказались входить, пока не уберут собаку. Дочь Майкла вывела пса на улицу. Доктора быстро поместили Майкла в машину скорой и тронулись с места. Зевс, увидев, что машина отъезжает, так сильно потянул поводок, что дочери Майкла не оставалось ничего другого, как отпустить его. Оказавшись на свободе, пес бросился бежать за машиной. Увидев, как взволнована собака, жена задумалась, не пытается ли животное что-то сказать им. Зевс очень переживал перед тем, как Майкл упал с крыши и сейчас ведет себя точно так же. Обеспокоенная тем, что могла совершить ужасную ошибку, супруга села в машину и поехала вслед за Зевсом. Она догнала его уже в больнице. Он по запаху нашел палату Майкла и напал на доктора, который готовился сделать укол его хозяину. Собака сбила доктора с ног, заставив выронить шприц. Доктор в ужасе звал на помощь, кто-то пытался оттащить Зевса.
В суматохе люди не сразу услышали хриплый голос, который попросил оставить собаку в покое. В этот момент пес отпустил доктора и подошел к постели Майкла, который наконец-то очнулся. Жена, переполненная радостью, плакала. Он вернулся, это чудо. Как только прошел первоначальный шок, доктор поднялся и начал осматривать мужчину. Жена позвонила детям, чтобы сообщить замечательную новость. Через несколько недель Майкла выписали. Как только он приехал в дом, Зевс первым бросился к нему и начал осыпать ласками. Майк, улыбаясь, опустился на колени и обнял свою собаку. Он знал, если бы не Зевс, его бы уже не было. Эта история наглядно показывает, иногда все, что нам нужно, это только услышать наших питомцев. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.